Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. В чем же она не хочет признаться даже себе? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. У вас острая нехватка любви, у вас нехватка семьи, у вас нехватка именно вот этих ощущений, которые бывают в любящей паре. Уже неоднократно, да, у нас выпадало в раскладах, что, ну, как бы я диагноз такой ставила: острая нехватка любви. Так это про вас. Вы человек довольно семейный, вы компанейский, вы такой гостеприимный очень. Вы хороший отец. Когда вы были мужем, когда вы были в паре, да, вы довольно такой заботливый человек. Но другое дело, что это не оценилось, да, это совершенно другая история. Но как-то вот женщинами вам не везет по жизни. Вот женщины вам попадаются почему-то такие властные, капризные, все не так, все не так, да. Могут даже проигрываться у некоторых, что женщины, которые либо же сами владеют черной магией, либо же ходят к людям, которые владеют черной магией. Вы такой вот по натуре, вы вообще добряк, вы любите животных. Причем у вас, знаете, могут даже мысли такие быть, что, наверное, реально собака — это самый близкий друг такой. То есть вы такие ситуации в жизни проживали, когда, ну, реально вот оставались один, да, один на один со своим горем, со своей бедой, да, вот именно вот собака была рядом, ну, у кого-то кот, может быть, вот близкий четвероногий друг, я имею в виду. Вы довольно закаленный жизнью человек. Очень часто у вас были такие ситуации, когда нужно было принимать решения, ну, возможно, знаете, срочно, здесь и сейчас. Такие решения, которые, ну, реально много чего решали. Это может быть и по работе, у кого-то это в быту может быть, да, но что-то очень важное, может быть, даже жизненно важное, когда нужно здесь и сейчас, иначе от этого, может быть, чья-то жизнь зависит, может быть, чьи-то судьбы зависят, да, если это касается работы, вот, там, закрытие предприятия, может быть, да, либо еще чего-то, я утрирую сейчас, конечно, но то есть у вас были такие моменты в жизни, когда нужно было мгновенно думать, все взвешивать, да, вот принимать решения. Вы человек, ну, я не скажу, что вы не уверены в себе, наоборот. Но бывают такие ситуации, которые могут вас реально в ступор загнать, да. Вот особенно это случилось вот с вашей женщиной. Вот как-то она вас постоянно какими-то своими то ли словами, то ли поступками, она вас периодически в ступор вгоняла. Это, конечно же, были какие-то негативные поступки, может быть, негативные слова. И теперь вот вы очень так осторожно относитесь к другим женщинам. У некоторых может проигрываться вообще даже, ну, такая, мягко говоря, не любовь к женщинам, потому что пережили вы очень много разочарований, связанных именно с женским полом. Так, вы по хозяйству довольно неплохой, вы неплохой повар. Я думаю, вы нос утрете многим женщинам, умеете куховарить еще от и до. Напишите в комментариях. Даже, возможно, знаете, вот как говорят, консервация мужчины, там, либо же торты пекут. Вот есть какие-то у вас такие навыки, которые, ну, не все даже женщины имеют эти навыки. Вы такой человек больше активный. Вы страстный, вы очень целеустремленный, вы довольно неплохой любовник, я вам скажу. Но опять же, вы будете стараться, даже вот касательно интима, вы будете стараться только для любимой женщины. Вот если это какая-то случайная, у кого была связь, да, ну, понятное дело, вы не будете делать все те азы, которые вы знаете, да, вот по всей Камасутре, вы не будете это делать с первой попавшейся. Для начала вам нужно полюбить человека, чтобы показать высший пилотаж.
У некоторых может проигрываться, что ваша работа связана с дорогами, с переездами, да. Причем даже может быть подработка у кого-то проигрываться, что вот две работы. То есть вы как бы распыляетесь, ну, раздваиваетесь, что ли, да, либо же две работы, две специальности тянете, да, там две ставки у кого-то. Ну, то есть работаете вы немало. Деньги вам даются очень и очень непросто. Я не скажу, что вы легко так зарабатываете, легко тратите. Скорее наоборот, вы очень так скрупулезно к деньгам относитесь. Итак, смотрим, какая же женщина пришла к нам на расклад. Эта женщина сейчас с вами на расстоянии. Вы не с ней. Скорее всего, эта женщина была вашей женой, там, матерью ваших детей, да, вот ребенок может быть проигрываться. Женщина очень любящая деньги, и ради нее вы как раз и работали. Вот ради нее вы, ну, впахивали, что ли, да? Именно потому, что вы ее очень сильно любили. У некоторых может проигрываться, что и сейчас вы все еще ее любите. Но, тем не менее, она вас научила, как нельзя относиться к женщинам. Вот она вас научила именно своим поведением, своей вот этой ситуацией, которая произошла между вами. Она преподнесла вам вот какие-то уроки, что теперь вы на всю оставшуюся жизнь для себя решили, что вот я больше вот это я не буду делать, и вот это я не буду делать. Ну, то есть это и обида еще говорит, это и какая-то вот боль ваша внутренняя говорит, да, вот то, что не оценилось, то, что женщина ваша не оценила, теперь вы для себя решили, раз так, все, я больше ни для кого так стараться не буду, я и это не буду делать, и то не буду делать, вот в таком плане. Хотя, опять же, я вам скажу, это пока вы не влюбились. Опять же, пока человек не влюблен, можно говорить и думать все, что угодно. Вы же прекрасно знаете, когда появится новая ваша любовь, настоящая любовь, тогда уже все, пиши пропал, влюбленный волк уже не хищник, и вы это прекрасно понимаете. Эта женщина, еще раз повторю, которая пришла к нам на расклад, она безумно любит деньги. Эта женщина любит красивую жизнь, она любит хорошо одеваться, она любит, когда у нее все есть. Она очень любит командовать, все должно быть так, как она сказала. Довольно непростая. И плюс, я еще раз повторю, уже у нас это было даже в начале расклада, возможно, либо же она сама владеет вот магией, либо она ходит к таким людям. Может быть, теща, да, у кого-то еще занимается этими делами, они там вместе что-то чудят. Она довольно сильный волевой человек, хотя иногда она может притворяться такой более слабой. Даже в чем-то вот почему-то мне хочется сказать, что она беспощадна в некоторых вещах. Вот реально вот крутится это слово, вот реально, когда это касается ее каких-то интересов, она становится беспощадной. Она идет, ну, на пролом, что ли, к своей цели. Она не думает о последствиях, она не думает о том, что кому-то это не понравится, кому-то она сделает больно, кто-то пострадает и так далее. То есть человек, ну, такой бездушный, что ли. Итак, давайте-ка посмотрим, в чем же она не хочет вам признаться. И тем более даже себе не хочет признаться, да? Что же у нее такое в жизни происходит? Вот она привыкла быть победительницей по жизни. Абсолютной победительницей. Любительница красивых, таких комфортных отношений с обеспеченными мужчинами. Она очень любит, когда за ней ухаживают. Причем, смотрите, у нее бывали такие периоды, когда она с двумя мужчинами параллельно встречалась. То есть это могли быть, допустим, когда вы были в паре, вы были и еще кто-то, да? После вашего разрыва она тоже могла с двумя параллельно встречаться. То есть человек, который постоянно находится в поиске, человек, который выбирает, да, человек, который постоянно манипулирует другими людьми. Она не умеет общаться с людьми вот как-то искренне от души. Она вот без притворства, без какого-то контроля, без манипуляций.
ну, не умеет как-то вот она общаться. Человек везде ищет свою выгоду. По деньгам у нее сейчас, конечно, такая вот, ну как же назвать, я не знаю, даже вот культурно как-то так. Ну, по деньгах у нее печалька. Абсолютно я не вижу у нее счастья в личной жизни. Она в поиске. Она в поиске мужчин. Но как-то все не те и все не так. Человек далеко не счастливый. Вот она, конечно же, она вам не признается в том, что она сделала ошибку, вот что она, допустим, у кого-то она изменила, да, у кого-то еще как-то неподобающе вела себя. То есть она не признается в том, что она несчастна. Человек, который думал, что, как говорят, Бога за бороду схватил, да, что у нее будет все в шоколаде, что она будет мужчин богатых привлекать, менять их как перчатки. А не тут-то было, здесь все пошло наперекосяк, вся жизнь пошла у нее наперекосяк. Она жалеет сама себя. Она, в принципе, по деньгам даже я не могу сказать, что она будет и дальше в шоколаде, нет. У нее финансовые проблемы будут и дальше проигрываться. Это будет очень такой, ну, небольшой достаток у нее. Она не позволит себе то, что позволяла раньше, то, что давали ей вы. Ну, либо же вот эти вот временные ее такие жезлы, так назовем их, да, которые периодически ее в чем-то там спонсировали. Сейчас она не может себе этого позволить. Но, конечно же, вот если вы с ней общаетесь, да, вот некоторые из вас, я знаю, что до сих пор там с бывшими поддерживают по той или иной причине еще какие-то вот связи, да, может быть, там по поводу детей, еще какие-то моменты вы общаетесь, то, конечно же, вам она об этом не скажет. При вас она будет всегда довольная, всегда она будет счастливая, всегда она может, но я имею в виду в том плане, что вам она будет показывать, что как она счастлива, как ей хорошо. Она может даже рассказывать общим знакомым, что у нее там безумная любовь, что у нее полно денег там и так далее. Но на самом деле это всего лишь блеф. Это такая ложь, это притворство чистой воды. Человек глубоко несчастный, человек, который ищет, вот она ищет любви, ей хочется любви, но у нее нет этой любви, и это причиняет ей очень большую боль. Причем вот ей хочется, чтобы ее новый мужчина так же впахивал, как и вы, чтобы он также вкладывался, также зарабатывал, а еще лучше, если он больше будет зарабатывать. Она не против даже на переезд. Вот если бы попался такой вот дядечка, такой богатенький Буратино, она бы даже к нему переехала. Вот единственное, у кого остается такая вот отдушина, да, вот у кого есть дети, то вот дети, либо же ребенок, это единственная такая вот ее отдушина на данный момент. Потому что, ну, с мужчинами у нее не лады, с работой не лады, а хочется-то быть победительницей, а хочется-то показаться, как ей замечательно, какая она королевишна, да, а ночами на самом деле она рыдает в подушку. Поэтому она не признается никогда ни под каким предлогом, что у нее проблемы. Она даже сама себе боится признаться в том, что все пошло не по плану, вся жизнь пошла не по плану. Плюс у нее полно страхов и комплексов. Вообще она человек, кстати, закомплексованный. То, что она там пытается как-то застраивать, вот это ее какая-то показная бравада, высокомерие, это как защитная реакция. Это уже чисто психологический момент. Это может быть и родом из детства, родом из прошлого, когда ее там застраивали, когда ее, может быть, в детстве унижали, гнобили. Поэтому она теперь такой вот и выросла, да, и теперь она уже пытается точно так относиться к другим людям, потому что у нее тяжелая, глубокая психотравма из детства. Она не имеет, я вам скажу, кстати, она не имеет высокой самооценки. Это показное, опять же. Если вот вам кажется, что ваша бывшая, она такая вот вся из себя на самом деле, это всего лишь ее маска, я еще раз повторю. Это вот защитная реакция, да, вот она очень сильно боится, чтобы ее не обижали. Вот она
знаете, вот как будто скукоживается внутри, когда на нее начинает наезжать более сильный человек, сильнее, чем она. Поэтому она, знаете, вот она может обижать тех, кто слабее ее. Вот вы, когда ее любили, она считала, что вы более слабый, потому что вы много чего позволяли, вы в ней растворялись, вы на что-то закрывали глаза, и поэтому она понимала, что она может из вас веревки видеть и все что угодно делать. Из детей она может видеть веревки, да, там, может быть, подруги, коллеги какие-то, да, вот, то есть это люди, которые не могут ей дать отпор. Вы не давали отпор до поры до времени, не давали отпор, потому что вы ее любили. Потому она так и казалась вам, что вот она такая вся фифа-звезда. Это на самом деле очень глубоко закомплексованный человек с заниженной самооценкой, потому она сейчас и страдает, потому что она не может ни новые отношения построить, она не может нормально с людьми общаться. Люди, ну, я вам скажу, ее не очень любят. Даже вот в коллективе, возможно, там, где она работает, ее не очень любят, потому что она довольно непростая. Вернее, она хочет показаться непростой, не такой, какая она есть. Поэтому вот ее можно только искренне пожалеть. За что боролась, на то и напоролась. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!